Юсуф, правнук Ибрагима, будучи правителем Египта, пригласил своего отца Якуба и его семью жить вместе с ним. Сыны Исраила, потомки Якуба, жили там много лет. Израильтяне рожали много детей и умножались, пока не наполнили землю египетскую. И вот к власти пришел новый фараон, который не знал о Юсуфе. Он сказал своему народу: «Смотрите, израильтяне становятся сильнее нас. В случае войны они присоединятся к нашим врагам и встанут против нас». Египтяне стали изнурять израильтян тяжелым трудом. Но, несмотря на это, они продолжали расти в числе. Из страха египтяне безжалостно подвергали их непосильной работе. Фараон сказал повивальницам: «Сразу после родов у израильтянок, если родится мальчик, убивайте его, а если девочка, оставляйте в живых». Но повивальницы боялись Всевышнего и не исполняли приказ фараона. Они оставляли мальчиков в живых. Представ за это перед фараоном, повивальницы сказали: «Израильтянки крепкие и рожают еще до нашего прихода». Тогда фараон приказал: «Каждого мальчика, который рождается у израильтян, бросайте в реку Нил». Одна израильтянка не смогла кинуть своего младенца в Нил и прятала сына 3 месяца. Больше она не смогла скрывать ребенка, поэтому положила его в корзину на берегу Нила. Сестра младенца встала поодаль, чтобы увидеть, что с ним случится. Дочь фараона спустилась в реку купаться и увидела корзину. Открыв ее, она обнаружила младенца и поняла, что он из еврейского народа. Тогда сестра младенца подошла и спросила: «Может найти кормилицу для ребенка?» «Да, пойди», — ответила дочь фараона. Девочка пошла и привела мать младенца. Дочь фараона сказала ей: «Возьми и вскорми младенца для меня, а я тебе заплачу». Когда ребенок подрос, израильтянка отвела его к дочери фараона, которая усыновила мальчика, назвав его Муса. Он вырос во дворце и изучал все египетские науки и мудрости. Однажды он пошел к своим соплеменникам и увидел, как египтянин бьет израильтянина. Оглянувшись вокруг, чтобы никто не увидел, Муса убил египтянина и спрятал его тело. На следующий день Муса увидел 2 дерущихся израильтян. Муса спросил обидчика: «Зачем ты бьешь своего брата?» Тот ответил: «Кто поставил тебя судьей над нами? Не думаешь ли ты убить и меня, как убил египтянина?» Муса испугался и подумал: «То, что я сделал, стало известно». Услышав об этом, фараон хотел казнить Мусу, но Муса сбежал в пустыню далеко от города. Там он встретил мадианитянина, женился на его дочери и работал на него пастухом. Мать Мусы, его сестра и повивальницы не подчинились приказу фараона, хотя это грозило им смертью. Почему? Что подтверждает тот факт, что Муса знал о своем еврейском происхождении, хотя воспитывался во дворце как сын фараона. Одно событие полностью изменило жизнь Мусы. Как насчет вас? Какие события кардинально изменили вашу жизнь?